Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы решаем нашу первую контрольную работу. Начнем мы ее с первой задачи, с этой. И в ней нам нужно сказать, какой тип данных и значения будут в ответе на это. Приступим к решению. Значит, 3 цифра, умноженная на 2 строка. Мы используем умножение. И если мы используем умножение, мы сразу вспоминаем, что в программировании умножение выполняет сразу два действия. Первое – это преобразование типов, то есть левое и правое выражение будут числом. Второе – это уже математическое действие, то есть мы по факту берем 3 и умножаем на 2. В ответе я получу 6 числом. Переходим к следующему примеру. Тут у нас строка плюс число. Мы вспоминаем, что если я использую плюс, и или слева, или справа есть строка, то произойдет склеивание строк. И значит, я по факту получу минус 12 строкой. Переходим к задаче ниже. В этом примере у нас уже строка минус строка. Первым делом мы вспоминаем, как работает минус. И минус, как и умножение, сначала преобразовывает тип данных, а потом считает это математически. Получается, когда мы попытаемся преобразовать ло в число, мы получим none минус none. Почему none и что такое none? None – это когда мы что-либо попытались преобразовать в число, но числом оно быть не может. Ну, например, когда мы попытались преобразовать буковку L, L мы даже не знаем, что это за число, то есть JavaScript не может понять, что это за цифра, из-за чего он выдает none. Следующий этап – это none минус none. И мы вспоминаем уже другое правило. Любое математическое действие с none дает none. Значит, по итогу я получу просто none. Тип данных number. Да, кстати, не забывайте, что none имеет тип данных number. Переходим к четвертой задаче, и для нее мне нужно было создать изначально некоторую HTML-верстку. Вот так она выглядит. И также в JavaScript я уже подключил все теги, которые мне нужны, и придал кликабельность кнопки с помощью функции fun4. По нашей задаче нам нужно сделать так, чтобы при каждом клике на эту кнопочку я вот к этому ло добавлял буковку О. Ну, чтобы получилось сначала одно О после первого клика. Кликну еще раз, там уже 2 О добавилось. Еще раз 3 и так далее. Для решения этой задачи первым делом я возьму div, ну то есть туда, куда я буду выводить текст, и возьму у него inner.html. И к нему, то есть к этому старому значению, мне нужно добавить буковку О. Я, кстати, написал ответ сразу в сокращенном варианте. То есть как это будет работать? При каждом клике у нас будет добавляться буковка О. Изначально в нашем диве уже стоит ло. Вот оно. И при клике я к этому старому значению добавляю новое. Ну, то есть вот это. Это, кстати, уже полноценное решение. Но по задаче нам нужно было написать это в развернутом варианте. И чтобы переписать это в развернутый вариант, я убираю плюсик отсюда. Копирую старое значение, вот так вот вставляю и плюс О. По итогу получается абсолютно то же самое, но это уже развернутая запись. Переходим к задаче номер 5. Для нее мне потребуется input, кнопка и div. Их я уже сделал в HTML и вот тут подключил.
В этой задаче мне нужно сделать так, что когда я вписываю в это поле ввода какую-то циферку и нажимаю на кнопку, то ниже в div мне нужно вывести эту же цифру, но ее предварительно нужно было умножить на 10. Ну, то есть в таком варианте после клика я ниже должен был увидеть 2000. Если бы я написал там 120, то после клика я бы уже увидел 1200. Решение я начну с того, что изначально мне нужно получить тот текст, ну или ту цифру, которую вводит пользователь. Для этого я сделаю переменную v5 и в нее присвою input.value. Ну, как раз с помощью этой строчки я и получаю данные из поля ввода. Следующим этапом мне нужно вывести на экран наше число, которое я ввел. Но это число я сразу же умножаю на 10. То есть вот так. Давайте сразу протестируем. Я впишу сюда 200, нажму на кнопку, увижу 2000. Пишу 120, нажму на кнопку, 1200. Переходим к шестой задаче. В этой задаче мне потребуется только div и кнопка. Input мне не нужен, поэтому я его сразу же, видите, из HTML удаляю. Возвращаемся в JavaScript и ответ буду писать вот тут. Что мне нужно сделать по задаче? Мне нужно с помощью JavaScript создать в нашем дивчике, вот в этом, TextImage. Для этого я возьму, напишу наш тег out6 .inner.html. И в него, в этот inner.html, я буду присваивать нашу переменную image6. После этого действия я вижу, что визуально у нас появилось мороженое. Ну, это говорит о том, что мы сделали задачу верно. Именно эту строку я вам давал в задаче. Вы точно так же должны были скопировать эту строку, перенести себе ее в код, а потом использовать для решения. Переходим к нашей последней на сегодня задаче. Это задача 7, и нам нужно сделать счетчик кликов. Ну, то есть, когда я кликаю по кнопочке, увеличивать значение этой кнопки на 1, чтобы было сначала 1, я кликнул, стало 2, я кликнул, стало 3, кликнул 4 и так далее. Для этой задачи мне потребуется только эта кнопка. Ну и также функция, которая будет отрабатывать при клике. Я начну решение с того, что изначально я получу из HTML вот эту циферку 1. Сделаю себе переменную v7 и в нее присвою кнопку, а у кнопки возьму ее текст. Вот так. Далее ниже я нашу эту кнопку буду перезаписывать. То есть напишу inner.html равно v7 плюс 1. В такой конструкции, это, кстати, не полный ответ. Если я буду кликать, то я увижу, что у меня циферки, видите, приклеиваются друг к другу. Если я такое вижу, первое, о чем я думаю, это то, что у меня какая-то проблема с типом данных. Ну, скорее всего, или слева, или справа здесь строка, из-за чего происходит такое действие. Когда мы начинаем всматриваться, мы видим, что справа, ну точно цифра, это прям явно видно, а слева v7, какая-то переменная. И судя по тому, что я видел, то, скорее всего, v7 сейчас находится в строке. И ведь правда, мы вспоминаем, что когда мы забираем какие-либо данные из нашей HTML-страницы, они всегда в строке. И получается вот эта строка. Чтобы преобразовать это в число, я поставлю вот сюда плюс. И уже в такой форме, ну то есть после добавления этого одного маленького символа,
При клике я получу 2. Еще раз 3. Еще раз 4. Вот мы и сделали счетчик кликов. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.